Красивые, всем привет! Я Алина Галин, и вы на моем YouTube-канале Trend Division. Сегодня мы поговорим про такую тему, как быть и выглядеть более ухоженной, презентабельной и красивой каждый день. Следующий пункт, и мы спускаемся немножечко пониже от волос к лицу, и здесь мы говорим про уход за кожей лица и кожей шеи. Обязательно про это тоже сейчас упомянем. Итак, в целом у нас минимальный базовый уход за кожей лица состоит из 3 этапов. Это снятие макияжа, это очищение и увлажнение. Возможно, у вас уже построена своя определенная система, методология, как вы ухаживаете за своей кожей лица. Например, в Корее вообще не 3 этапа, а 10, и иногда бывает даже больше. Наверняка вы видели и слышали, что корейцы очень щепетильно относятся к своей внешности, к своей красоте, и поэтому достаточно сильно вкладываются в уходовые средства и в уход в целом за кожей лица. Что касается базового ухода, если, например, вы еще не работали с косметологами, либо, например, вы не подобрали под себя что-то определенное, что вам помогает, что вам подходит, то здесь, опять же, я рекомендую обратиться к косметологам, потому что все-таки кожа – это очень индивидуальный аспект, когда у нас есть определенные особенности. Это может быть связано даже с вашим местом работы, сколько стресса вы получаете, какой образ жизни вы ведете и так далее. Поэтому все-таки здесь это очень сильно индивидуально, но одно точно могу сказать, за своей кожей обязательно нужно ухаживать. И чтобы сделать это более качественно, здесь рекомендую обращаться к косметологам. На самом деле здесь я могу поделиться с вами одним советом, который мне дали корейцы, про которых я уже упомянула. Я думаю, что вы понимаете, что совет очень ценный. Когда вы наносите на лицо крем или эмульсию, то вы можете делать вот такие мягкие, похлопывающие кончиками пальцев движения по лицу для того, чтобы, во-первых, делать небольшой массаж для вашей кожи, а во-вторых, чтобы ваш крем или эмульсия лучше впитались. Про кожу лица мы поговорили, поэтому давайте поговорим про то, про что на самом деле многие из нас забывают, а именно про кожу шеи. На самом деле кожа на шее у нас такая же нежная, как и кожа на лице, поэтому за ней нужно также щепетильно ухаживать, как за кожей лица. Есть такое понятие, как кольца Венеры. Звучит очень красиво, но на деле не слишком симпатично. Кольца Венеры появляются у нас, да и в целом у мужчин тоже, когда мы, например, неправильно сидим. То есть это зависит от нашей осанки. Если мы будем сгорблены и постоянно смотреть вниз, то, соответственно, логично, что наша кожа на шее будет сгибаться, тем самым будут появляться вот эти вот морщины. Также кольца Венеры еще могут появляться как раз-таки из-за отсутствия или недостатка ухода за кожей шеи. У колец Венеры есть такая особенность, что они могут появиться в любом возрасте. Конечно, от колец Венеры можно избавиться. Сейчас бьюти-сфера достаточно сильно развита. Есть и различные лазеры, и уколы, и есть даже нитевой лифтинг и так далее. Но как будто бы проще начать все-таки с ухода, чтобы не допустить вот этих вот заломов на шее. Поэтому не забывайте ухаживать за кожей шеи тоже, использовать весь базовый комплекс для ухода, а также делать маски для шеи и массаж. И следующий пункт – это макияж. И что здесь важно проговорить, на мой взгляд, это чтобы выглядеть как раз-таки ухоженно и аккуратно, это делать такой макияж, который будет вас дополнять, подчеркивать вашу естественную красоту, а не полностью вас переделывать. Например, в Китае очень развиты различные накладки, которые они могут накладывать и на скулы, и на нос, и на какие-то другие части лица для того, чтобы выглядеть более красиво, чтобы выглядеть более так, как они бы хотели, чтобы быть похожим больше на свой идеал. Но на самом деле это все зависит от вас самих. Если, например, вы привыкли очень сильно пользоваться скульпторами, какими-то еще дополнительными материалами, которые помогают вам изменить ваш внешний вид, укоротить нос, сделать его уже и так далее, то, конечно же, это на ваше усмотрение. Но все же я рекомендую использовать более простой, лаконичный, классический базовый макияж. То есть зачастую ухоженность в макияже, она складывается как раз-таки за счет минимализма. То есть не то, когда мы, например, и красной помадой и губы накрасили, и глаза черными сделали, и брови еще сделали супер черными, имея, например, белые волосы и так далее. Да, здесь мы говорим именно про некий минимализм. Если мы говорим про пример красивого минималистического макияжа, то можно рассмотреть вариант макияжа Old Money. Он выглядит достаточно естественно, ничего не выбивается. Когда вы смотрите на такой макияж, то вы не обращаете внимания на что-то одно. То есть вас не цепляют сразу, например, только губы, или вас не цепляют только брови. То есть вы смотрите на все лицо целиком, и вам в целом приятно смотреть на такую картинку.
Сейчас в Ютубе, например, очень много различных специалистов, визажистов, которые дают и записывают бесплатные видео про то, как делать правильно классический базовый макияж, как правильно подобрать цвет теней и так далее. То есть очень много полезных советов и лайфхаков, которые сейчас доступны вам бесплатно. Поэтому в том же Ютубе вы можете найти специалистов, визажистов, которые могут за бесплатно через видео научить вас правильно и красиво краситься, если, конечно, у вас есть такая необходимость. Следующий пункт тоже связан с макияжем. Это именно то, как мы красим и оформляем свои брови. Сейчас очень развиты бровисты, разные салоны красоты, кабинеты и так далее. Девушки принимают на дому, которые работают и оформляют ваши брови. Здесь есть различные варианты. Есть и варианты просто покраски бровей, есть варианты и ламинирования, чтобы вы не думали о своих бровях, а просто каждый день просыпались и уже они идеально у вас выглядели. То есть вы можете пользоваться различными услугами, как правильно оформить и скорректировать ваши брови. Зачастую такие специалисты могут вам посоветовать, какая форма бровей вам больше подходит, если, например, вы на текущий момент не определились, либо она вам не очень нравится. Если мы говорим про ежедневное создание бровей на дому, то здесь со своей стороны могу порекомендовать использовать либо карандаш для бровей, либо помадку для бровей, она более кремовая, более мягкая, и также сверху рекомендую использовать гель для бровей. Сейчас достаточно широкий ассортимент, есть и российские бренды, например, такой как Пуси, есть и зарубежные бренды. Например, если вы пойдете куда-нибудь на мероприятие и захотите почесать бровь, то если она у вас заламинирована, или, например, если вы ее закрасили гелем, то в целом с ней ничего не случится, она будет выглядеть ровно так же. Лично я тоже пользуюсь гелем для бровей на ежедневной основе. У меня гель от Givenchy, достаточно удобная щеточка, он прозрачный. Есть гели цветные с определенными оттенками под ваши брови, поэтому выбирайте просто тот, который вам больше подойдет. Мне лично нравится, еще раз повторюсь, прозрачный. Что, переходим еще пониже, и это, конечно же, наши зубы. Очень важно, чтобы ваши зубы были в хорошем состоянии. Даже если мы говорим не только про аккуратность, презентабельность и красоту, а в целом про ваш финансовый бюджет, который вы выделяете на зубы. Потому что лечить зубы нынче достаточно дорогое удовольствие. Поэтому для того, чтобы ваши зубы оставались и здоровыми, и красивыми, и положительно влияли на наш образ, очень важно, чтобы вы за ними ухаживали. Например, как ухаживать за зубами я. Я обязательно раз в полгода хожу на специальную профессиональную чистку зубов, где проверяет, во-первых, стоматолог, что у меня нет кариеса, что у меня все в порядке, чтобы я тоже потом не приходила с накопленными 10 кариесами и выкладывала большую сумму денег для того, чтобы все это можно было вылечить. Также профессиональная чистка помогает удалить налет, который рано или поздно в любом случае на зубах появляется, от чая, от кофе, от вина и так далее. И также можно удалить заодно и зубной камень, если вдруг он у вас возник. Поэтому по зубам совет номер один – это обязательно ходить на профессиональную чистку зубов хотя бы раз в полгода. Совет номер два, и он на ежедневной основе, это использование зубной нити или ирригатора. Лучше, конечно, и того, и того. Когда, например, даже вы идете куда-нибудь в кафе, возьмите с собой зубную нить, когда покушаете, сходите в уборную и просто почистите зубы. Во-первых, самим зубам будет так комфортнее, что не будет застревать у вас остатки еды между зубами, не будет создаваться кариес. Уж поверьте мне, я в этом разбираюсь, я это все сама прошла. И, во-вторых, например, если вы поели что-нибудь, и у вас это застрянет между зубами, какие-нибудь маковинки или листья салата, то в целом человек, с которым вы общаетесь или будете общаться, ему будет не слишком комфортно и не слишком удобно будет даже вам сказать, что посмотри, у тебя там на самом деле лист застрял, и вам будет неудобно, и ему будет неудобно. Также наряду с зубной нитью мы можем использовать ирригатор. Ирригатор – это специальный аппарат, когда вода вам бьет между зубами для того, чтобы можно было прочистить все остатки еды и в целом почистить между зубами. Очень на самом деле удобный. Есть ирригаторы для домашнего использования, не более крупные, есть переносные. То есть тоже отличная машина. Прям идеальный инструмент, стоматологи тоже рекомендуют, поэтому стоматологи через меня вам рекомендуют, чтобы вы хранили свои зубы дольше, обязательно пользуйтесь зубной нитью и ирригатором. Следующий пункт – это ногти. Тоже достаточно индивидуальная тема, но если ограничиться достаточно простыми и краткими пунктами, то, конечно же, за ногтями нам тоже важно ухаживать. Я знаю, что есть люди, например, как Саша Митрошина, которые вообще не любят делать что-либо с ногтями, не в силу того, что им без разницы, а в силу просто физической неприятности. То есть таким людям не нравится, когда им наносят что-то на ногти, они чувствуют лак. Они не любят, когда им пилочкой пилят, потому что это как будто бы пилят им где-то внутри, и им максимально от этого некомфортно. Я знаю, что такие люди есть, поэтому если вы относитесь к такому типу, то можно просто аккуратно подстригать ногти, например, даже не используя лака. Главное, чтобы они у вас были аккуратно подстриженные,
по одной форме и чтобы они у вас были чистые. Этого будет достаточно. Если все-таки вы любите ходить по маникюрным салонам, для вас это что-то базовое, да, рутинное, ваша постоянная привычка, то это замечательный вариант, когда вы каждый месяц обновляете свой маникюр, ногти у вас выглядят красивые, не отросшие, тоже, соответственно, одинаково они у вас оформлены, как правило, красивого цвета. Здесь тоже важно проговорить, что есть особенности. Кто-то любит яркие ногти, кто-то, например, любит более спокойные ногти. Лично я, например, рекомендую, если вы не знаете, какой цвет выбрать, можно выбрать нюд. Нюд, потому что удлиняет руки, он не привлекает к себе внимания и с точки зрения одежды подходит к любому фасону, к любому типу и, главное, к любому цвету. И следующий пункт – это осанка. Осанка относится к невербальному восприятию вас мира, и поэтому очень важно, чтобы вы за ней следили. Я знаю, что у нас бывают такие ситуации, когда, например, мы сильно устаем, либо очень-очень долго гуляем, и потом садимся, и по факту просто превращаемся в мешок, потому что мы так аккуратненько сгибаемся для того, чтобы у нас организм мог отдохнуть, или мы просто в целом хотим полежать. Поэтому здесь очень важно, чтобы когда, например, вы приходите особенно на какие-то важные для вас мероприятия, например, на какую-то конференцию или в какое-то сообщество, где вы находитесь между тех людей, которые вам интересны, которым вы хотите понравиться, ради которых вы специально нарядились, накрасились для того, чтобы создать приятное первое впечатление, то, соответственно, важно, чтобы вы и позиционировали себя красиво. Да? Вначале мы говорили про то, что это состояние души, соответственно, состояние души отражается не только на ваш внешний вид, но и на вашу осанку, на то, как вы себя позиционируете. Поэтому здесь важно, чтобы вы всегда держали спину прямо, плечи расправлены, никакой сутулости. Конечно же, мы не всегда замечаем, что мы сутулимся, особенно когда мы сидим, едим, работаем, например, за компьютером и так далее. И здесь тоже могу вам порекомендовать один совет. Например, если у вас есть муж, жена, парень или девушка, которые, например, могут помочь вам в осуществлении того, чтобы у вас была прямая осанка, то, например, когда вы будете работать за столом, например, за компьютером, или читать, не знаю, чем-то заниматься в статичном состоянии, может быть, будете сидеть, кушать, попросите вас незаметно просто фотографировать и затем вам показывать. И, скорее всего, вы будете видеть, что вы сидите достаточно сгорбленно, зачастую, по крайней мере, я просила точно так делать, я смотрела, ого, это я свернулась практически калачиком, когда, например, сижу, особенно кушаю, и это выглядит, конечно же, не симпатично. Когда даже мы находимся в обществе, естественно, мы тоже про это забываем, потому что у нас в целом нет такой привычки следить постоянно и ощущать свою спину и плечи. Поэтому здесь тоже важно, чтобы вы успевали за этим следить, особенно если вы, еще раз повторюсь, пришли на какое-то мероприятие, либо на какое-то событие, где вам важно произвести первое приятное впечатление. Для того, чтобы ваша спина была более сильной, здесь рекомендую делать утренние упражнения. Небольшую зарядку на спину вы можете найти в интернете, как укрепить свою спину. И, соответственно, делать эти небольшие простые упражнения каждое утро для того, чтобы вам было проще держать себя. Потому что в целом мы устаем достаточно долго держать себя, плечи прямые, спина прямая, мы не сутулимся. И у нас начинает спина очень сильно уставать, и мы такие «хочу свернуться обратно для того, чтобы расслабиться». Но для того, чтобы не хотеть свернуться обратно, обязательно посмотрите упражнения на спину, которые помогут вам усилить мышцы спины. Ну и последний пункт, небольшой, но очень важный. Это использование туалетной воды или духов. Иногда бывают такие ситуации, у меня они были не раз, когда, например, вы заходите в лифт, и там стоит девушка, женщина, или иногда бывают даже мужчины, неважно, которые как будто бы искупались в ванне с туалетной водой. Почему так происходит? Потому что когда мы душимся, мы сначала ощущаем аромат, который на нас нанесен, но затем мы перестаем практически его ощущать. И нам кажется, что мы не пахнем туалетной водой. Вроде бы уже полфлакона на себя налили, но не сильно что-то пахнет. Но при этом окружающие на самом деле чувствуют весь тот миллиметраж, который вы на себя вылили. Поэтому будьте аккуратны, используйте определенное количество пшиков на один выход, для того, чтобы это был легкий шлейф именно от вашей туалетной воды, либо от духов, а не так, чтобы люди вокруг вас не могли дышать. Поэтому будьте здесь внимательны, аккуратны. Можете также попросить, например, вашего мужа, жену, парня или девушку послушать аромат. А сильно ли от меня пахнет? А чувствуешь ли ты, что от меня пахнет туалетной водой? И так далее. Ну что, вот мы и проговорили про основные моменты, как быть и выглядеть более ухоженной, презентабельной и красивой на ежедневной основе. Обязательно делитесь в комментариях, какие советы вам понравились, какими вы пользуетесь, или, может быть, у вас есть какие-то свои секретные секреты, которыми вы с радостью с нами поделитесь. Обязательно подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить другие полезные и модные советы. С вами была я, Алина Галин. Вы были на моем YouTube-канале Trend Division. Будьте красивы и любите себя.